Мышление или низкий рост? Что же важнее для побед в воркауте? Это первый русскоязычный обзор на YouTube об универсальном топ-воркаут-атлете современности Эрике Ортизе. Он еще с 2014 года ворвался в мир крупных воркаут-соревнований и взял первое место в Москве на чемпионате мира. С тех пор многие воркаутеры уже ушли на пенсию, но не Эрик. Поговорим о его судьбе, личной жизни и важных элементах его тренировок. Самое интересное впереди. Готовь свой фирменный перекус, усаживайся поудобнее и смотри до конца. Привет, телостроители! Это Владарович, и ты на канале об уличных тренировках и калистенике. Одержимость воркаутом. Эрик Ортиз, ну или Ортис, как кому нравится. Рост у него порядка 150 сантиметров. Вес в начале занятий был чуть более 45 килограмм, сейчас около 60. Тренируется с 2012 года. В 2020 году Ортизу исполнилось только 25 лет. Я был немного удивлен и думал, что он старше. Ортиз был настолько одержимым калистеникой, что в первые годы занятий набил тату на всю спину с символикой уличных тренировок. Именно его страсть к любимому делу, антропометрические данные и тяжелая работа сделали из него чемпиона мира уже в 2014 году. Сразу после победы на чемпионате мира Ортиз набил это тату. Забавная ситуация, что этот логотип Украинской Федерации Воркаута, и он его выбрал случайно, просто понравился больше всего. За рубежом многие не понимали его значения, ведь понятие стрит-воркаут там редко используется. Атлет родом из Колумбии, жил во Франции, потом Испании год и вновь вернулся во Францию. Переезжать по разным странам Эрик стал, когда родители развелись, и с 11 до 16 лет практически не видел маму, но потом появилась возможность жить вместе в Испании, а сейчас уже больше года живет и тренируется в Дубае. Он хорошо знает испанский, французский, ну и английский языки. У Эрика большая семья, 3 братьев и младшая сестра. Один из братьев 3 года назад начал тоже заниматься калистеникой. Детство было непростое, из-за семейных проблем, развода родителей. Он в 13 лет бросил школу и начал работать, брался за любой труд. С ранних лет за счет своего окружения быстро пристрастился к вечеринкам и не совсем здоровому образу жизни, а Колумбия славится веселыми гуляниями. Эрик объяснил, почему не жалеет о своих поступках в прошлом, ведь это его сделало сильнее, и он стал тем, кем является сейчас. Также у Ортиза было непростое заболевание гепатита Б, которое воздействует на печень, поэтому в свои 16 лет он весил 45 килограмм. Начало занятий. Ортиз тренирует ноги и набрал сейчас около 60 килограмм. Посмотри, какой атлет был до занятий 8-9 лет назад. Калистеникой начал заниматься, так как не было денег на абонемент в зал. Постепенно Эрик начал заниматься и втянулся. Искал в интернете базовые программы тренировок, наткнулся на видео Ганнибал фор Кинг и впервые увидел планш и отжимания в нем. Тогда это казалось нереальным. Сейчас Ортиз живет в Дубае, куда его пригласили работать тренером и обеспечили многие условия в жизни. Эрик Ортиз с теплотой отзывается о Дубае и называет это лучшим местом для жизни в сравнении с бедными районами Колумбии, криминальным Марселем во Франции и даже Испанией. Как признается атлет, Дубай — это первое место, где у него нет чувства постоянного страха за будущее. Тут каждому жителю можно спокойно выйти вечером на улицу, и ты будешь в безопасности. Кстати, со своей девушкой он тоже познакомился в зале в Дубае. Он был очень скромный, тренировал клиентов и даже боялся на нее взглянуть, но как оказалось, что она тоже знала французский и первая с ним заговорила по работе, ведь она работала тренером по йоге в этом зале. Ребят, маленькое объявление. Кому интересны персональные онлайн-тренировки по воркауту или же вы желаете развиваться как автор на YouTube, напишите мне в контакты по ссылкам в описании. Там все подробности. А мы продолжаем выпуск. Мотиваторы у Эрика Ортиза в разные годы были разные атлеты. Первым был, конечно же, Ганнибал фор Кинг, а когда Ортиз уже достиг гораздо большего уровня по элементам, то его мотивировал Дима Кузнецов из Москвы. Самое удивительное, что Дима у себя на канале также в 2020 году выпускал видео и говорил тоже о Ортизе, когда записывал ролик о топ-5 мировых воркаут-атлетов, и они точно об этом не договаривались. Дима Кузнецов, вице-чемпион России по воркауту, выдал емкий воркаут-обзор на топ-5 мировых атлетов и аргументированно возглавил этот рейтинг Ортиз, ведь Эрик идеальной комплекции для выступлений и делает практически любой элемент с высокой техникой исполнения и умеет
все в воркауте, разнообразен и универсален. На втором месте был, конечно же, License, о котором я недавно делал выпуск, и он поделился новыми малоизвестными фактами из своей истории, поэтому предлагаю к просмотру. Третьим вдохновителем Ортиза является его старший 27-летний брат. Он действительно достиг отличного уровня всего за 3 года занятий, причем тема старшего брата заслуживает отдельного внимания. Андрес Ортис обладает невероятным уровнем умений. Что из элементов он только не делает, посмотрите. Но старший Ортис менее популярен. Под видео я оставлю его инстаграм, и там много годного контента. Эрик говорит о брате, что никогда ничего не советовал ему по калистенике. Он сам хотел всегда достичь результата. Эрик был уверен, что брат забросит через 3 месяца, но тот занимается уже 3 года и обгоняет Ортиза-младшего по прогрессу в первые годы. Андрес ниже Эрика, то есть меньше 150 сантиметров, поэтому ему еще легче даются элементы. Быть может, скоро увидим нового чемпиона. Напиши в комментариях, знал ли ты о таком мощном брате Ортиза. Некоторые комментаторы умудряются писать Эрику под фото, что он слишком венозный, и это говорит об использовании различных вспомогательных препаратов. И также подвергается сомнению его чрезмерная сухость мышц. Но атлет утверждает, что всегда был худощав по генетике и не имеет сложностей с подкожным жиром. Генетика и тренировки помогают. А говоря об обычных добавках, типа креатина, протеина, БЦА и прочих, атлет только в 2019 году начал изучать эту тему, так как начал тренировать ноги, благодаря своей девушке, и захотел немного прибавить в силовых. Сейчас при весе около 60 кг он приседает 110 кг на раз. Восстанавливается атлет через 7-8 часовой сон и здоровое питание. Ранее он регулярно кушал фастфуд, прочие быстрые перекусы, и с недавнего времени девушка приучила его к здоровому питанию, и все это стало причиной лучшего восстановления между тренировками, поэтому сейчас он много времени уделяет сну и питанию. Кстати, если хочешь влиять на то, какого атлета я буду обозревать в следующих выпусках, или какие темы разбирать в дальнейшем, то не пропускай обзоры на вкладке канала сообщества. Сделать это очень просто. Нажми сейчас колокольчик рядом с подпиской, выбери пункт «Все уведомления» и также включи уведомления на YouTube на смартфоне. Некоторые рекорды. Сейчас Эрик способен сделать 25 чистых выходов на 2 руки без помощи ног, продержать full планж более 30 секунд, а самым сложным и одновременно болезненным для кистей считает исполнение планша обратным хватом снизу брусьев. Я не видел, чтобы кто-то еще повторял это. В начале занятий тренировал 7 месяцев только базу, подтягивания, отжимания, брусья. Далее за 3 месяца научился планшу в виде банана, то есть с прогнутой спиной, но это уже с подготовленной базой. Кому хочется посмотреть новое 1,5-часовое англоязычное интервью Ортиза, ссылку можешь найти в описании. От старости. Это дело, которое он любит. Настрой на соревнования. Немногие атлеты говорят об этом. Эрик много уделяет внимания спокойному дыханию на соревнованиях и психологическому настрою. При выходе на баттл он как бы начинает медитировать с телом, ничего не замечая вокруг. Да, это непросто. Мысленную концентрацию Ортиз практикует еще на тренировках, ведь это очень важно для выступающего атлета. Да и в жизни. Как только в мыслях мы начинаем сомневаться, это почти гарантирует неудачу. Тело следует тому, во что верит разум атлета. Как мы узнали, Эрик очень глубоко мыслит, и многое зависит от мысленного настроя и концентрации. А потом уже идут генетика и антропометрические данные. Как говорится, мозг думает, а тело делает. И мышление, как по мне, играет большую роль. А как ты считаешь, что является ключевым в успехе Эрика Ортиза? Напиши в комментариях. Атлет, ну а мою мини-книгу о воркауте ты можешь скачать по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Через неделю на моем канале будет очередной интересный выпуск и также в ближайшее время видео с чемпионата Украины по воркауту 2020. Поэтому обязательно подпишись, нажми колокольчик и пункт «Все уведомления». Так ты гарантированно увидишь мой следующий выпуск. А сразу после этого я предлагаю тебе встретиться в других моих роликах на канале. Прямо сейчас нажимай на плейлист, выбирай интересную историю. Автор сюжета я, Владарович. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу.